Всем здравствуйте! Сегодня я хочу с вами поговорить о приятном, о самом лучшем, что мы ожидаем от орхидей. Это, конечно же, цветение. Перед вами представлены 4 орхидеи, которые у меня собираются цвести. И на данный момент мне их необходимо будет удобрять. Именно таким удобрением, который даст мне пышное цветение. Про удобрения я, конечно, уже много раз говорила, но все равно возникают вопросы, а в основе у новичков и у новых зрителей моего канала. Именно вот эта орхидейка сподвигнула меня на данную запись. Я ее в апреле того года купила себе почтой. Это орхидея азиатская. Конечно, как она процветет, это уже будем надеяться, что по сорту, который говорил садовник. Есть такое, что покупаешь одну орхидею, а в итоге получается другое. И у многих вызывает это разочарование. Ну что теперь сделать? Бывает такое. Вот видите, у нее сейчас наращивается цветоносик. Прошло примерно где-то 10, ну 9 месяцев с того момента, как я ее приобрела. Она у меня сидит вот по такому типу. Я это делала для наращивания корневой системы. Все идеально у нее здесь разрослось. Корни сейчас активные. И вот так вот. Здесь я, конечно, для себя тестирую. Вывела себе тут такое, решила, что это будет удобрением. Посмотрим, что из этого получится. Конечно, чуть позже вам об этом буду рассказывать, когда появятся какие-то хорошие либо плохие результаты. И вот, ребят, только с этого момента я начинаю орхидеям вносить удобрения. Конечно, это можно делать ранее. Удобрений огромная масса и огромное количество. К примеру, есть вот такое удобрение фирмы Агрикола. И в нем, если посмотреть, азот, фосфор, калий – это именно те компоненты, которые обязаны и должны быть в удобрениях для орхидей. И видите, какой у них процент? Практически одинаково 4, 5, 6. То есть это удобрение. Я могу орхидею вносить круглый год, вне зависимости от того, что цветонос у нее возникает, либо корни новые растут, всесезонно. Постоянно, круглый год и всесезонно. Таких удобрений, их множество. Этим удобрением я могу воспользоваться, к примеру, на вот такой орхидее. Но я не любитель их особо пичкать. Если я вижу, что она хорошо развивается, все у нее нормально, примерно зимой раз в месяц можно добавлять в полив, конечно. Удобрения им необходимо. Просто так, чисто от одной воды они расти не будут. Но и мы, как архиводы, мы любим прям удобрять орхидеи. Вот. Круглый год его можно вносить летом 2 раза в месяц. И знаете, тоже такой может возникнуть вопрос, а как часто? Если зимой, просто раз в месяц. А если летом, то производитель говорит раз в 2 недели. Полив у всех абсолютно разный. Я всегда говорю через полив. Но еще можно так, наверное, сказать, через полив. У какой-то орхидеи может полив случаться раз в неделю. У какой-то орхидеи раз в 2, раз в 3, ну вообще, у кого-то раз в 3 дня. Здесь вообще абсолютно каждая орхидея индивидуально, грунт у каждой свой и что-то прочее. Если у вас полив происходит часто, то вам нужно удобрять орхидею раз в 2 недели, вот прям строго. Если у вас полив происходит раз в неделю, то вы его можете давать через полив. Пичкать сильно не нужно, просто-напросто для себя запомните, что вот такими всесезонными зимой, а точнее с октября месяц по март, именно в этот промежуток, и уже с конца, наверное, марта до конца сентября можно удобрять 2 раза в месяц. Но, ребят, еще хочу сделать акцент на то, не все орхидеи нуждаются в удобрениях. Почему? Видите, у нее вот здесь внутри грунта активной корневой ее нету.
То есть ее сейчас не стало, ну вот есть буквально несколько корешочков. И такую орхидейку удобрениями трогать я не буду, потому что она у меня на данный момент уходит в спящий режим. Я тут тоже провожу один, так скажем, эксперимент над ними. И перед тем, как ей закуклить корневую систему, я вносила ей вот такое вот удобрение фирмы Бонафорте «Красота». И именно есть от такого производителя два удобрения. Это «Красота» и «Здоровье». Сейчас, допустим, можно было бы ей внести вот такое удобрение «Здоровье», но активной корневой нет. Поэтому я орхидейку трогать не буду. Как только она пойдет в рост, тогда ей дам «Здоровье». Но ранее же я начала применять именно вот это удобрение «Красота». Потому что, ну, опять же, в качестве эксперимента у нее была растущая корневая. Теперь нет, все уже не трогаю. Пусть даже вот эти корни, которые захотели быть воздушными, они растут дальше, а внутри-то грунта нет ничего. И когда спящая вообще орхидея и спящая ее корневая система, почему удобрения я не рекомендую давать? Потому что она не будет принимать и усваивать то, что вы ей даете. Она лишь просто будет увлажняться водой. И все вот это вот удобрения, микро- и макроэлементы, они просто будут накапливаться на корнях, накапливаться, накапливаться. Она, орхидея, это не берет и не впитывается. И у вас получится такой эффект, что залежи удобрения на корневой системе приводит к загниванию. Поэтому не старайтесь спящие орхидеи удобрять. А нет, ребят, вот здесь-то я не посмотрела. У меня, видите, на дне есть 3 активных корня, поэтому я могу продолжить ее удобрить. Но уже зимой раз в месяц. Почему именно зимой раз в месяц? Потому что все вот эти процессы, они зимой замедляются. А по весне, когда начинает все пробуждаться, орхидея, вы можете сами это замечать, интенсивно начинает наращивать корешочки. И листья начинают наращивать. Кто-то выпускает и гонит интенсивно цветоносы, а все лишь потому, что пробуждение. Пусть даже у нас подсветка, ну, дополнительное освещение есть, но то солнце природное, естественно, которое им необходимо, зимой его просто-напросто не хватает. И когда вы видите вот такую картину, что орхидея мощная, здоровая, идеальная, активная корневая система, так скажем, что орхидея, она готова к цветению. Она вполне готова к тому, что не сегодня-завтра может выпустить цветоносик. Вот этот цветонос, который здесь есть, он так и пришел. И вот этот тоже цветоносик. Она так изначально с ним и пришла. Она готова. Вообще ее можно тоже без проблем и удобрять. Показатель, что необходимо вот прям сегодня и сейчас орхидею удобрять, потому что гонит новый цветонос. Она сама уже решила, что ей пора цвести. Какие удобрения мы можем взять на данный момент? Для того, чтобы орхидея не просто процвела, а пышно процвела, мы же хотим, чтобы это было красиво, вам нужно взять любое удобрение. Вот это вот именно те удобрения, которые содержат большое количество фосфора. Плантафол мне нравится. В наличии есть все, что я вам здесь показываю, есть в наличии. Плантафол с большим содержанием фосфора. Есть вот такое от буйских производителей, тоже содержит большое количество фосфора и 33% калия. Его я использовала впервые вот на этой орхидее. Она была мне подарена мужем в том году. Это ее второе домашнее цветение. Как только я применила к ней удобрение именно от буйских производителей, но она изначально у меня гнала цветоносик, и я решила тоже поэкспериментировать, удобрить именно этим препаратом. Есть продолжает рост этого цветоноса. Ну, сколько здесь бутончиков будет, я не знаю. И что меня самое главное поразило, что орхидея от основания выпустила новый цветонос. И я могу вам с точностью заявить, что это удобрение работает все 100%. Конечно, может быть совпадение, а может быть и данное удобрение.
И сейчас вот давайте посмотрим на состояние корневой системы. Ну, сразу же здесь уже видно, что корни активные. Значит, я ее имею право дальше удобрять. Но, ребят, хочу вас предупредить сразу о том, что вот это удобрение, им необходимо пользоваться крайне редко. Вообще советуют использовать, как только вы видите, что орхидея готова к цветению. Ну, в примере вот на этой орхидее. Я вижу, что она готова. Я могу ей дать это удобрение один раз. Следующий полив с этим удобрением будет ровно тогда, когда она начнет формировать бутоны. Сформировала бутоны, и, к примеру, вот с этой орхидеей, перед тем, как ей распустить первый цветочек, я ее поливаю третий раз этим удобрением. Все. Им сильно нельзя увлекаться, потому что это мощный стимулятор именно в формировании и роста бутона. Если начнете увлекаться и прям постоянно в каждый раз давать полив, случится так, что ваша орхидея может погибнуть. И потом, допустим, они у меня процветут, все. Я буду его использовать уже где-то примерно через 3 месяца. Вообще рекомендуют раз в сезон. То есть сильное удобрение лишний раз не старайтесь пичкать им. Идем далее. Это орхидея сорта Чармер, моя бывшая реанимационная орхидея. Сидит здесь, прижилась, прирослась, и все у нее хорошо. Именно к ней я применяла плантофол. Он мне нравится, вот я от него тоже результаты вижу. Я вообще думала, будет 3 у нее бутончика, почему-то мне так казалось. Ну ладно, она выпустила 4. А если честно, она у меня больше 4 никогда не наращивала. Все потому, что она после болезни. Ну, и мне кажется, вот даже ей сил на огромные пышные букеты ей не хватит. А все лишь по причине того, что вредничают. Тут прям вредничает. Я ее то туда, то сюда, то пересаживаю, то еще что-нибудь. То здесь не нравится, то там не нравится. И, может быть, в связи с этим она и пышно не цветет. Сейчас я эту орхидею данным удобрением поливать не могу, потому что активной корневой ее нет. Вот этот корень единственный, который есть, он и то закукливается. Все, получается, один раз ей внесла, и больше, так скажем, насиловать орхидейку в плане удобрений я уже не могу, иначе получу обратный эффект. И моя любимая красотка, черная жемчужина, она у меня удобрена была изначально вот таким удобрением, тоже фирма Bonaforte, пролонгированная. И, кто-то его ругает, говорит о том, что не для орхидеи все такое, но используя правильную дозировку, я с уверенностью вам говорю о том, что использовать на орхидеях можно 1 грамм на 1 литр воды. Измерила, я его просто-напросто сюда засыпала, и оно вот так вот получается, что это удобрение выглядит. Вот оно здесь лежит. Кому-то это просто некрасиво, неэстетично и что-то в этом роде. Ну, не знаю. Мне так это все ерунда, лишь бы орхидейка получала питание, было у нее все хорошо. Корневую систему это удобрение оно не портит, какая она была, такая она и остается. Единственное, что хочу сказать насчет нее, она перестала наращивать корни внутри грунта. Но так как это пролонгировано, я его постоянно сюда добавлять не могу. Один раз заложила даже. Сам производитель говорит 1 раз в сезон. Больше не нужно. Все. Какой эффект я вижу вообще от данного удобрения? В плане, если взять цветение, вот такой цветоносик наращивает. Плюс к этому она наращивает еще себе один цветонос. И был бы у нее третий, но она его пока остановила в росте. И я его начала применять задолго до того, как орхидея начала гнать вот эти вот цветоносы. В нем азот, фосфор, калий в одинаковых количествах 7,5%. Ну и как сами вы можете поглядеть на результат, я говорю и заявляю вам свободно, что это удобрение рабочее. И орхидейки они не портят. В наличии есть, Почта России могу отправить. И в заключение, ребят, что я вам хочу сказать. Для того, чтобы дать орхидее удобрение, в первую очередь подумайте, для чего оно необходимо орхидеям.
Вот зачем вы его будете сейчас, ну, допустим, вносить? Я никогда не рекомендую и не советую удобрять больные орхидеи. Я больные орхидеи всегда лечу. Те орхидеи, которые находятся на восстановлении, я их стимулирую, я им придаю сил. Но когда орхидея уже полностью здоровая, идеальная, мощная, сильная, только тогда я начинаю орхидеи удобрять. Но я думаю, что ранее я вам сказала, было понятно. Удобрения, они тоже разные, абсолютно разные. Обязательно, прежде чем купить удобрения в магазине, вы смотрите, что вы хотите от орхидеи. Либо вы хотите орхидею просто удобрить вот такими, как Агрикола, либо Бонафорте, которая идет для здоровья, ну, внести микро-макроэлементы, которые дадут все жизненно необходимые, ну, так скажем, силы на будущий рост. Но если у вас орхидея пошла в цвет, начинает нарастать новые цветоносы, только тогда применяйте с большим содержанием фосфора. Вот смотрите, плантафол, он разная, у него линейка идет. Здесь 5, 15, 45, здесь большое содержание калия. А калий, ну если так чуть-чуть сказать, это иммунитет для растения. Вот этой орхидейке тоже можно было бы дать именно с большим содержанием калия, чтобы еще больше она нарастила мне корни и листья. Все, допустим, изначально удобряю ее калием, сейчас раз в месяц зимой, а летом 2 раза в месяц. И орхидея прекрасно себя чувствует, корни наращивает. Только потом я начинаю к ней применять именно удобрения с большим содержанием фосфора, чтобы она мне дала пышное цветение, красивое, мощное. И также я хочу посоветовать в основе новичкам. Часто такое, по сей день такое встречают и спрашивают: Лена, я купила орхидею, какое мне удобрение к ней использовать? Ну, что сказать, для чего в первую очередь? Понятно, что вы в магазин приходите, и вам продавцы, и чем больше вы купите, чем больше они вам предложат, тем, конечно, больше у них будет выручка. Покупает орхидею, плюсом еще, допустим, приносят домой, ну, могут даже вот так вот принести 2 вот таких удобрения. Их можно купить заранее, но все равно срок годности у них имеется, и по истечению срока лучше их не применять. В первую очередь купите ей здоровье. И, кстати, орхидея, которая находится после магазина, после покупки, также вам не рекомендую удобрять. Она еще не адаптирована. И я удобряю орхидеи только такие, которые идут в рост. Прошла адаптация, корни новые растут, листья новые растут. Только потом, ребят, все, когда у вас пошел этот рост, удобрять можете. И сбегали тут же разом в магазинчик, купили себе свежую именно Бонафорте. Уже красота, когда вы увидели, что орхидеи новый цветонос. Вот я уже здесь всяко разное на своем языке во всяких ракурсах пытаюсь рассказать. Думаю, что вам понятно, и вопросов у вас сейчас станет намного меньше. Давайте закрепим сейчас результат и быстренько вам расскажу. Нельзя удобрять орхидеи после покупки до тех пор, пока новые корни не нарастут. Нельзя орхидеи удобрять после пересадки, потому что это стресс. Лучше дать антистрессовый какой-то препарат. После болезни, на реанимации, на наращивание, которые идут именно корневой системы. Вот сидят и корешочки только-только начали наращивать, больные орхидеи лучше всего стимулировать. Та орхидея, которая болела у вас вредителями. Вредители очень много отнимают у них сил и энергии. После вредителей лучше всего тоже использовать какие-то антистрессовые препараты. Если у вас орхидея получила ожог какой-то, химический ожог, солнечный ожог, там подмерзла, что-то еще. Когда у них болезнь и когда у них стресс, нельзя удобрения применять. Когда они здоровые, мощные, адаптированные уже к вашим домашним условиям, только тогда можно. Все, ребят, думаю, что данное видео было вам понятно, полезно. И теперь вы будете знать, и когда орхидейку нужно удобрять, каким удобрением, а когда не стоит ее трогать вовсе. Всем всего самого доброго, всем пока.